В этом видео я расскажу вам 5 факторов, которые влияют на ваши отношения с мужем. Если вы замужем, если вашим отношениям уже больше года, то есть вы уже проходите стадию притирки или прошли, вы уже в длительных серьезных отношениях, эти 5 вещей, которые я назову, однозначно оказывают влияние. Соответственно, если вы вносите какие-то изменения в эти 5 факторов, то ваши отношения могут стать лучше. Я психолог Наталья Корнеева. Вы на моем канале про отношения. Если еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Если вы в отношениях, эта информация вам будет полезна. И поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Первое – это родственники, а точнее отношения с ними, их времяпровождение. Мамы, папы, бабушки, дедушки, дяди, тети и все прочие, с которыми вы контактируете достаточно близко, которые приходят к вам в гости. Или, может быть, вам необходимо ходить к ним в гости. Может быть, вы жена, которая вообще-то не очень комфортно с мамой мужа, но вроде как правильно оказывать знаки внимания, приходить, приглашать, и все это влияет. Если отношения с родственниками у вас действительно складные, гладкие, вам приятно с ними общаться, все комфортно, ну, казалось бы, вот идеально, но честно вам скажу, я не встречала семьи, где так. Даже в семьях, где все вот с виду так шоколадное, и сами муж и жена говорят, у нас такие замечательные, там мамы, папы, например, а придешь в это гости, посмотришь, и все действительно припудрено, но чувствуется, что напряжение-то есть, просто оно скрывается, потому что люди считают, что нельзя ругаться с родственниками. И терпят, и закрывают глаза на многие вещи. И даже это, вот такая система семьи, где стараются, чтобы все было хорошо, и с виду все хорошо, это влияет. Потому что если мужу или жене одному хотя бы неприятно близко контактировать с кем-то из родственников, но приходится, это вызывает раздражение. А раздражение всегда будет влиять на ваши отношения, потому что кому мы наше раздражение волей-неволей показываем? Самым близким. Если вы отрегулируете ваши отношения с родственниками, а именно обозначите достаточно комфортную для вас дистанцию от них, ваши отношения с мужем, например, если вы жена, улучшатся. Фактор номер 2 – это дети. Однозначно семьям, у которых нет детей, легче. Многие из них не имеют детей не потому что не хотят, они на самом деле хотят, но не могут, не получается. Какие-то проблемы со здоровьем или просто вроде ходишь, сдаешь анализы, там проверяешься, все нормально, ну вот почему-то, как говорят, Бог не послал. Семьям, у которых нет детей, легче строить отношения, потому что дети – это всегда дополнительная физическая нагрузка, но самое главное – это эмоциональная нагрузка. Дети истощают. И если вы, мама и папа, источник полный ресурсов, и вы отдаете детям вот на это истощение, вы даете им свои силы, энергию, но вас так много, что остается достаточно на свою так называемую вторую половинку, мужа или жену, тогда, да, они не повлияют. Но, опять-таки, я не встречала еще семьи, где был бы вот такое изобилие ресурсов и у мамы, и у папы, чтобы хватало прям и на детей, и на родственников, и на всех. Поэтому семьи, у которых нет детей, очень часто, завидуют. Зависть – это не всегда плохо, я не считаю это плохим словом, это нормальное чувство. Завидуют, можем сказать, по-доброму семьям, у которых есть дети, но однозначно семьям, у которых есть дети, сложнее. Если у вас с ребенком действительно все складывается относительно легко, насколько это бывает, да, возможно вообще, вы растите его, вы слажены, и папа, и мама, как команда действуете, вы помогаете друг другу, вы понимаете, тогда ребенок не будет на вас влиять, на ваши отношения, он не будет истощать. Но так не бывает. Можете со мной поспорить, но однозначно дети – это нагрузка, а любая дополнительная нагрузка будет забирать у вас силы. А чем слабее вы, тем меньше у вас сил решать ваши проблемы между мужем и женой внутри ваших отношений. Третий фактор – деньги. Чем больше в семье финансовых ресурсов, тем семья сильнее. При этом мы с вами можем видеть огромное количество состоятельных семей, где денег, казалось бы, на все хватает, вообще нет никакого дефицита, а проблем в отношении до хрена и больше. Почему? Потому что если бы у этой семьи конкретной забрать эти деньги, то есть если представить на минутку, что нет у них такого финансового изобилия, остались они, как большинство семей живут, которым не хватает на то, что они хотят. Проблем в этой семье стало бы настолько больше, что они бы просто развелись. Поэтому, если в вашей семье есть сложности и денег у вас не хватает, если вы вместе с мужем скооперируетесь и найдете способ, как прибавить финансового изобилия в вашу семью, вам станет легче. Четвертый фактор – стресс.
Стресс от перегруженности. Знаете, вот это состояние, когда ты как белка в колесе, ты разрываешься. Тут надо этот вопрос закрыть, тут вот этот, и тут еще все сыпется, сыпется, и тебе постоянно приходится вот жить в этом чувстве, только одно разгребешь, и новое прилетело. Это стресс. Стресс от переутомления, стресс от многозадачности. Опять-таки, истощение. Истощаетесь, ресурсов не хватает на отношения. Что значит не хватает ресурсов на отношения? Очень просто. Когда у вас, например, вы жена, с мужем возникают какие-то проблемы, разногласия, конфликты, вам легче сохранять самообладание, здравый смысл, осознанность, чтобы решить эти конфликты гуманно, как бы, ну вот в здоровой форме, когда вы сама по себе сильная, когда вы в хорошем настроении, когда вы выспались, когда вы не устали, когда вы бодрячком. А если вы не бодрячком, если вы не в ресурсе, то у вас не хватает просто сил на осознанность и здравый смысл. Человек, который истощен, всегда не способен функционировать в отношениях так же хорошо, как он мог бы, если бы тот же самый человек с теми же самыми своими сценариями жизни, прописанных в его бессознательном, привычками, был бы в ресурсе. И пятый фактор, я считаю, что на самом деле он самый главный, и, наверное, поэтому я поставила его в конец. Это пример отношений ваших родителей, конкретно ваших и вашего партнера. Вот то, что вы видели в детстве, как ваши родители жили, как они общались, как они любили друг друга или не любили друг друга. Это, безусловно, влияет на то, как вы общаетесь с вашим мужем, например. Да? Ну, я женщина, мне проще вот говорить от лица там, женщины, жены, потому что я сама в этой роли. Просто знайте, все, что вы видели в детстве, в какой атмосфере, в какой семье вы находились, это все влияет. Как именно? Когда вы видите, что мама или папа плохо относятся друг к другу, при этом, например, папа кричит на маму или мама кричит на папу. И второй, тот, на кого кричат, вроде бы как бы жертва, страдает, да, его обижают. И вы видите, что ему плохо, а тот, кто кричит, вроде такой злой и плохой. И всем вроде как плохо, и вы, ребенок, вроде как понимаете, что это нехорошо. Но из-за того, что вы видите, что мама и папа, несмотря на это, продолжают жить вместе, не расходятся, то есть терпят, у вас появляется в голове образ, что это нормально, что терпеть плохое отношение к себе – это нормально. Раз мама и папа так жили, вы дальше идете по жизни, взрослеете, вы видите еще такие примеры, их полно. Вам кажется, что это норма. А вот для человека, который вырос бы в семье, где этого нету, было бы четкое осознание. Не-не, ребята, это ненормально. Я такого с собой не допущу. Не допущу — это не значит, что как только на меня повысят голос, я сразу скажу: так, все заткнитесь, хлопну дверью, уйду, скажу: мне это не подходит. Нет. Ненормально — это значит, я сразу начну ставить границы и прояснять эту ситуацию, и давать здравомыслящий отпор. Скажу: слушай, не повышай на меня голос, давай поговорим спокойно, а что вообще происходит? Подберутся даже фразы у человека, который не сталкивался с этим в детстве, автоматически подберутся подходящие фразы для того, чтобы тому, кто вас обижает, выстроить эту границу. И человек, который на вас где-то давит, повышает голос, где-то навязывает свое мнение, у него просто не останется места давить на вас, потому что вы вовремя интуитивно найдете, что сказать, подберете слова. С другой стороны, когда вы растете в семье, где мама и папа делают друг другу комплименты, говорят добрые слова, хвалят друг другу, то есть оказывают вот эти вот эмоциональные поглаживания, словесные поглаживания, подбадривают, то есть где много доброго и хорошего именно между мамой и папой. Потому что бывает так, что в семье мама и папа по отдельности или вместе к ребенку бывают достаточно добры, но между собой, как кошка с собакой, либо у них пассивная агрессия, то есть они, ну, знаете, как бы скрыто ненавидят друг друга, но стараются делать вид, что все нормально, а ребенок-то все это чувствует. Так вот, если вы растете в семье, где этого нет, где есть искреннее тепло, поддержка именно между папой и мамой, вы впитываете в себя, как дети говорят, впитывают как губка, вы впитываете в себя, что это норма. И тогда, когда вы входите в отношения, у вас интуитивно, естественно, органически, природно заложено в вас с детства родителями, получается говорить комплименты тому, кого вы любите, например, мужу. Вы говорите ему комплименты, он расцветает, и он начинает говорить вам в ответ.
Или он вам говорит комплименты, потому что он вырос в такой семье, где это было, соответственно, это его норма. И вы расцветаете, и вы начинаете говорить комплименты в ответ. Поэтому как ни крути, но то, что мы видели в детстве между нашими родителями, всегда на нас влияет, потому что это закладывается в нас как пример того, что вот отношения, они такие, хотя на самом деле отношения, они могут быть очень разными. И только мы, взрослые люди, мы с вами, уже выросшие взрослые, надеюсь, что это видео смотрят люди, кому больше 18 лет, только мы решаем, что считать своей нормой. Но для того, чтобы делать этот выбор, его нужно делать осознанно. Нужно проанализировать, а что было в вашем детстве, заметить, а что сейчас не так. И на эмоциях не впадать вот в эти крайности, знаете, в такие в автоматические импульсы. У меня эмоции, я крикнула, или у меня эмоции, я обиделась. Почему? Да потому что по привычке, потому что видела, что в детстве рядом взрослые люди именно так и общались друг с другом. А каждый раз осознанно останавливаться, думать, а как я хочу, а как было бы правильно, читать книжки на эту тему, на тему отношений, чтобы впитывать в себя опыт разных отношений и осознанно выбирать, а что именно хотите вы. Если вы готовы научиться чему-то большему, чем вы умеете сейчас, то приглашаю вас на бесплатный курс про отношения. Первая ступень моих курсов отношений открыта для вас прямо сейчас бесплатно. Просто переходите в первый закрепленный комментарий, там есть ссылка. Регистрируйтесь и сразу смотрите видео про 19 ошибок в отношениях. Ссылка внизу.